Я приветствую всех, рад, что собралось так много людей. Изначально я планировал сделать еще что-то вроде второй презентации. Для начинающих. Но вот я вижу, что у начинающих практически нету в зале. Есть люди, которые не знают, что такое япу, только честно. А теперь перейдем к непосредственно теме лекции. У меня есть зонтик в качестве указки. И тема лекции — это самое простое, самое очевидное, самое легкое в сборе и самое эффективное япу, какое может быть только в риичи-маджонге. Ну, вы, наверное, все подумали, что это перепухает, однако это не так. Мы сегодня будем говорить про пинфу. Это темпай на пинфу, так называемый пинфу номер, где никаких других япу в руке нет. Про то, что это такое, почему это эффективно, и почему эта рука ничего не стоит, и почему она так важна в риичи-маджонге, вы сегодня узнаете. Почему мы говорим про пинфу, если на первом слайде это Карлай Пуфай? Давайте разберемся, что в риичи-маджонге бывают руки открытые и закрытые. Открытые руки имеют огромное преимущество в некоторых ситуациях. Но в целом они не являются более эффективными или более быстрыми. Они выигрывают у посредственных закрытых рук, но проигрывают хорошим закрытым рукам. Например, пинфу при хорошем заходе является хорошей закрытой рукой, поэтому с открытой рукой вы проиграете. Кроме того, говорить про сбор ипухай нет смысла еще потому, что он зависит от захода. Очень сложно собрать ипухай как-то целенаправленно. Пинфу — это то япу, которым мы можем управлять, то япу, которое мы собираем. Соответственно, есть основное правило в риичи-маджонге. Открытые руки не всегда быстрее, но всегда дешевле. Почему они дешевле, достаточно очевидно. Открытые руки, они меньше стоят просто по правилам очков. По счету очков, это все. Преимущества пинфу можно выделить основных три. Скорость, простота и сочетание с другими япу. Давайте подробно остановимся на каждом пункте. Скорость. Почему пинфу быстрая? Потому что у нас есть большое количество различных тазов, которые хорошо сочетаются между собой. Другие япу, не ориентированные на сочетание с пинфу, они собираются всегда медленнее. Поэтому пинфу является одним из самых быстрых япу. Ну, в зависимости от обстоятельств, конечно. Простота. Может показаться, что пинфу сложно собрать, потому что он дособирательный, в отличие от ипухая. Но если мы говорим о япу, которые действительно нужно собирать, а не о япу, которые как бы заходят, или, то есть, там, ну, давайте, например, возьмем якуман. Якуман — это рука, которая имеет очень простое условие сбора. Нужно там соблюсти какие-то специфические такие вещи, и тогда наша рука будет стоить якуман. С пинфу все не так. Эти специфические вещи соблюсти гораздо проще, но их при этом больше. Каждый якуман — это одно специфическое условие. В пинфу очень много маленьких специфических условий. Но если мы соблюдаем их все, то мы получаем готовую руку. Вот в плане того, что соблюсти все эти условия в пинфу проще, как бы этому будет посвящена наша основная тема. Почему это проще? Это я буду доказывать на протяжении всей сегодняшней лекции. Ну и, наконец, сочетание с другими япу. Сочетание с другими япу пинфу просто колоссальное количество. Пинфу сочетается с таньяо, бейка, санчику, ицу. Я вас даже удивлен, но с чанкой сочетается. Что такое пинфу? Пинфу — это рука, которая ничего не стоит. Она ничего не стоит в том плане, что в руке отсутствует мини-поинты. За отсутствие мини-поинтов в руке мы получаем япу. Но чтобы понять, что приводит к отсутствию мини-поинтов, нужно понять, что дает нам мини-поинты. Поэтому давайте повторим ситуации, в которых мини-поинты начисляются. Первая ситуация — это ожидание в пару, так называемые танки матча. Когда мы ждем всего один выигрышный тайл и имеем 4 закрытых сета, нам за ожидание в пару добавляют 2 мини-поинта. Вторая ситуация — это когда в нашей руке есть кан или пон, то есть 3 или 4 тайла одного вида. За уже наличие пона всегда начисляются
какие-то мини-поинты. Если мы будем ждать в сянкон, то есть у нас будет две пары, то мини-поинты будут начислены не за ожидание, но за образовавшийся кон в результате выигрыша. Ценная пара. Это более сложная для понимания ситуация, которая добавляет до мини-поинта. Ценная пара — это всегда пара драконов, но не всегда пара ветров. Ценными ветра становятся, если они являются ветрами места или раунда. Просто за наличие такой пары в руке, в выигрышной руке, мы получаем дополнительные до мини-поинта. И, наконец, более сложное ожидание, чем танки, это ожидание так называемую дырку, либо краевое, либо центральное. Ожидание в дырку с центральным металлом называется кантян, а краевое ожидание 1, 2, 8, 9, оно называется пентян. Есть пятая ситуация. Кто-нибудь хочет мне ее сказать? За что еще начисляют в риичи-маджонге мини-поинты? За сумму. Если в закрытой руке мы берем сумму, мы получаем 2 мини-поинта. Плюс 2 мини-поинта за сумму. Но почему я оставил эту строчку пустой? Потому что мы собираем пинфу. И если мы выигрываем с пинфу под сумму, у нас не может быть мини-поинта в руке. Если у нас окажется мини-поинта в руке, у нас не будет пинфу. Как же быть? Ну, все очень просто. Эта ситуация является исключением, но про нее мы тоже отдельно поговорим. Теперь давайте рассмотрим условия получения пинфу. Ну, первое условие очевидно. Все должны быть в руке сета чи. Если хотя бы один сет кон, то мы улетаем в мини-поинты и лишаемся пинфу. А второе условие — закрытая рука. Полностью закрытая рука. Мы не можем сделать ни одного объявления, когда собираем пинфу. Может показаться, что это как-то мешает нам собирать руку или ужесточает, то есть такое жесткое требование. На самом деле это не так. И почему закрытую руку собрать быстрее, чем открытую, мы сегодня тоже поговорим. Ничего не стоящая пара. Ну, это понятно. И рандомное ожидание. Рандомное ожидание — это специфическое двустороннее ожидание, когда у нас есть два соседних тайла. Например, 4-5, и мы ждем на тройку для того, чтобы получить 3-4-5, и шестерку, чтобы получить 4-5-6. Закрытый сет. Про эффективность форм и особенно рандомное ожидание мы тоже еще будем говорить. Ну, давайте говорить. Это все чи. Сейчас мы будем разбирать сбор всех чи в руке. Насколько математически вообще оправданно собирать все чи? Насколько это проще или сложнее? Давайте подумаем. Всего у нас есть 34 вида тайлов. Из них 20% это драконы и ветра, 7 тайлов. И огромная куча, 27 тайлов. Это тайлы мастей с 1 по 9. Потом каждый тайл представлен в 4 экземплярах, как я уже упоминал в вступлении. Так вот, в процентном соотношении вот этих вот тайлов 80%, а вот этих 20%. В стартовой нашей руке 13 тайлов. Несложно посчитать, что 10 из 13 тайлов в нашей руке, скорее всего, будут тайлами, которые могут образовывать чи. Разумеется, не все эти тайлы одинаково эффективны для построения чи. Например, девятка образует чи только одним способом. 7, 8, 9, только краевой чи. В то время как какая-нибудь пятерка может участвовать как в краевых чи 5, 6, 7, так и в центральном 4, 5, 6. Соответственно, нужно учитывать эффективность тайлов в стартовой руке, чтобы построить в ней все чи. Но для того, чтобы оценить эффективность тайлов, нам необходим какой-то критерий. Критерий на самом деле очень простой, но мы сейчас поймем, как он получается. Потому что если вы поймете, как он получается, будет очень легко его в дальнейшем вывести самим. Возьмем просто центральный тайл. И рассмотрим те ауты, которые улучшат этот центральный тайл до эффективной для нашей руки формы. Ну, во-первых, это очевидные 3 такие же тайла, которые, если придут, дадут нам пару. Без пары мы все равно не сможем никогда выиграть. Поэтому эти ауты в любом случае будут эффективными. А также эффективными будут ауты пятерки и семерки. Потому что приход пятерок или семерок даст нам эффективную форму, которая будет улучшаться до щи всего одним взятием. Итого мы имеем 8 аутов на реальную. Это та самая эффективная форма. Если сложить 8 и 3, получится 11. То есть эффективность одиночного тайла мы можем оценить где-то в 11 аутов. Уточню на всякий случай, что аутом мы будем в дальнейшем здесь называть тайл, который улучшает наш
имеющийся тайл или уже имеющуюся форму до той формы, которая нам нужна или которая более эффективна. Может показаться, что если у нас будет два одинаковых тайла, эффективность этой формы увеличится в 2 раза. Ну, если один тайл имел 11 аутов, то два тайла должны иметь 22 аута. Выглядит на первый взгляд логично. На самом деле это не так. По той простой причине, что все те ауты, которые соседние, они теперь соседние и для этого тайла, и для этого тайла. И если мы получаем пару, то ее эффективность ровно в 2 раза ниже, чем эффективность отдельного тайла. То есть мы здесь имеем уже не 8 аутов на каждый из этих тайлов, а 4. Притом, когда вот этот тайл образует со своим аутом форму, эта форма также будет менее эффективна, потому что если мы получим две одинаковые формы, то у этих форм эффективность будет ниже, потому что на их суммарное количество аутов осталось таким же прежним. Ну и на пару, то есть у пары есть всего 2 аута на то, чтобы стать комом. 2 аута это на самом деле очень мало, как мы сейчас увидим. Поэтому, если у вас есть 2 одинаковых тайла, это не очень хорошо. Но это неизбежно нужно для руки. Ну и, наконец, рянман. Рянман имеет 8 аутов на чин. Вот 8 аутов, вот рянман. Что хорошего в этих 8 аутов? То, что эти 8 аутов сразу дают нам возможность получить сет. И 8 аутов это достаточно много, потому что форма в руке занимает всего 2 тайла. Если вы попытаетесь придумать более эффективную форму из 2 тайлов, которая улучшалась бы до сета и большим количеством аутов, вы просто не сможете ее придумать, потому что рянман является самой эффективной формой. Эту форму нужно запомнить, и к ней нужно стремиться, если вы собираете пинфу. Критерий эффективности. Давайте его сформулируем в вот таком виде. Эффективность формы определяется отношением числа ее аутов к количеству тайлов, занимаемых в руке. Ну, реальные отношения мы считать не будем, мы будем его оценивать на глаз. То есть понятно, что соотношение оно всегда оценивается интуитивно, никто в реальной игре не считает ауты в точности. Мы только что показали, что получить чи в руку не так сложно, потому что существует много тайлов, которые улучшаются до рянманов, и рянманы улучшаются до чин. Получить пон в руку гораздо сложнее, это очевидно. Давайте поймем, каким образом закрытость руки не осложняет нам сбор пинфу. Потому что многие новички придерживаются концепции, что если у них есть хоть какой-то яку, например, куха и таня, то остальную руку они тоже откроют. На самом деле это неправильный подход. Сейчас мы будем разбираться, почему. Дело в том, что в открытой руке меньше потенциальных возможностей. Что такое потенциал? Сравним 2 чи. Открытые и закрытые. Представим, что после объявления 3, 4, 5 нам в руку приходит шестерка. Если мы сделали объявление, то эта шестерка просто остается шестеркой, одиночным тайлом. Но если наш чи мы сохранили закрытым, то есть подождали, пока троечка придет со стены, а не взяли ее с игрока слева, скажите, то наш чи превратится вот в такую форму. Вы уже видите ее преимущество? На самом деле в этой форме 2 рянмана, 3, 4, 5, 6. Но это далеко не все возможные улучшения. Вот о потенциале мы сейчас поговорим. Как этот потенциал может развиваться? Смотрите, шестерка и двойка улучшают рянман 3, 4, 5, извините, чи 3, 4, 5 одинаковым образом. Поэтому здесь я показал двойку. Приход тройки также не ухудшает наш чи, потому что мы получаем пару и рянман. Все равно нам нужна пара для того, чтобы построить пинфу. И, наконец, приход центрального тайла в пару, он также не ухудшает наш чи, потому что мы получаем опять-таки 2 рянмана. Притом эти 2 рянмана и вот эти 2 рянмана по эффективности абсолютно одинаковые. Вы можете это посчитать по количеству аутов в уме или дома и убедиться в этом самостоятельно. Но чтобы этот потенциал был реализован, чи должно быть собрано в закрытую. Здесь я провожу подсчет эффективности чи. Дело в том, что я рассматриваю чи в данном случае не как законченную форму,
а как промежуточную форму. То есть чи для меня не сет, чи для меня форма, которая будет участвовать в построении других форм и в дальнейшем развитии руки. При таком подходе к чи у меня появляются ауты, которые имеют непосредственно само чи как форма. И эти ауты можно вычислить, потому что есть тайлы, которые ее улучшают. Всего я насчитал 17 аутов для чи. На самом деле такой анализ, насколько я знаю, обычно не проводится игроками, потому что по ходу игры многие либо фиксируют ячеи, либо они рассматривают их после того, как придет в них тайл, как две независимые формы. И вот этот вот момент многими игроками просто упускается внимание, что у чи тоже есть ауты, и эффективность чи определяется просто-напросто выходом тайла за столом. После того, как мы рассмотрели вопрос про чи, мы можем теперь сформулировать очень важные правила. Это правило называется закон плоской руки. Центральные тайлы, равные чи, самые быстрые. Они самые быстрые в том плане, что к ним мы проще всего можем получить соседние тайлы и улучшить там тайл до ряма, на ряма до чи. То есть нарастание в руке ряма на фучи, оно происходит быстрее, чем нарастание любых других форм. Например, дырок или каких-нибудь понов и пар. Быстрее, но не намного. И поэтому мы должны уметь пользоваться этим не намного. Мы переходим к второй части нашей лекции, которая будет достаточно сложной. Ничего не стоящая пара. Дело в том, что пара действительно ничего не стоит, потому что она не является законченным сетом из 3 тайлов. И только ценная пара добавляет какие-то несчастные дальние поинт-оброков. Но получение этой пары может стать проблемой. В этой руке у нас есть пара. Но эта рука еще не готова. Ей еще нужно несколько тайлов для того, чтобы превратиться в темпай и получить возможность на выигрыш. Для того, чтобы двигаться дальше, нам нужно понимание таких вещей, как число шантен и того, что такое темпай. Число шантен – это число замен, которые мы должны провести в этой руке, чтобы выйти в темпай. А темпай – это рука, которой не хватает всего одного тайла для того, чтобы выиграть. На первый взгляд, прочитать число шантен в этой руке сложно. На самом деле, самая худшая рука, которая может быть дана игроку, это 6 шантен. Мы не будем сегодня рассматривать такие сложные руки. Максимум, чем мы ограничимся, это вот такая рука, которая является 4 шантена. 4 шантен называют су-шантен. Су китайский 4, а китайские термины пришли в японский маджонге частично. Итак, как я уже сказал, эта рука является су-шантеном. Если из этой руки выбросить вот эти 4 тайла, вот тут, и вставить вот эти 4, то она примет вот такой вид. Вполне очевидно, что эта рука является темпаем и может быть завершена до выигрышных при взятии тройки, либо шестерки вот в этот ряд. То есть всего за 4 взятия со стены или получение тайла каким-нибудь другим способом, например, объявление с игрока слева, мы можем получить темпай. Но объявлять тайла мы не можем, потому что рука должна быть закрытой в случае пинфу. Мы говорим сегодня только про него. Остается взятие со стены. 4 взятия со стены достаточно сложно получить подряд, потому что тайлы проходят равномерно. Заход тайлов с дистанции будет более или менее равномерным. С этим мы ничего поделать не можем. И так как мы не можем получить эти 4 тайла подряд, мы вынуждены выстраивать нашу руку таким образом, чтобы максимизировать эффективное количество тайлов, которые можно получить. То есть в данном случае пара не является эффективной, потому что если мы будем ее держать с самой раздачи, как она нам зашла, то мы потеряем возможность сохранить в руке многие другие средние тайлы, которые могли бы улучшиться до чи. И тем самым мы оставим в руке очень малое количество эффективных форм. Ну, вот 1, 2, 4 совершенно не является эффективной формой. Из этой формы единицу можно выбросить. А вот 1, 3, 5, 6 это самое лучшее, что есть в этой руке на самом деле. Семерка тоже не является плохим тайлом, потому что тройки и семерки являются ключевыми тайлами для сбора руки. Если выкинуть из набора все тройки и семерки, то единственный чи, который можно будет собрать, это 4, 5, 6. Кто читал Тена, тот, наверное, знает о том, как можно на этом сыграть.
немножко жульничать. Соответственно, выбрасывать семерку, тройку, шестерку нам бы совершенно не хотелось. Более того, нам бы не хотелось выбрасывать и вот эту восьмерку, потому что проход семерки даст нам сразу два равных. То есть всего один тайл улучшит нашу руку очень значительно. Но, если мы получаем тайлы, которые завершают наши формы, например, 2-4 завершает тройка, а 1-3 завершает двойка, то мы встанем перед выбором, какие тайлы из этой руки выбрасывать. Мы можем выбросить как средний тайл, так и разрушить пару. Что эффективнее? Эффективнее разрушить пару. Давайте посмотрим на эту же руку при немножко другом раскладе. Если мы выбросим эту пару, число шантен на нашей руке увеличится. На первый взгляд это значительное ухудшение, потому что после того, как мы разрушили пару, нам нужно на одно взятие системы больше для того, чтобы получить там пару. Но, несмотря на то, что мы ухудшаем в начале игры, в начале раздачи число шантен в своей руке, мы получаем некоторые улучшения, которые компенсируют эту потерю стоимости. Не просто компенсируют, а еще и окупают с лихвой. Например, мы теперь выкидываем меньшее количество эффективных тайлов. Мы оставляем тройку и семерку. И выкидываем шестерку только в том случае, если получаем эту тройку уже в другой ситуации. То есть восстановление пары на самом деле не является сложной задачей. Потому что пара, несмотря тайл имеет всего 3 аута на пару. Но тайлов, которые могут образовать пару, в нашей руке всегда несколько. То есть больше одного. Соответственно, есть такой принцип, что нам нужно получить пару в определенный момент. Если мы затянем с получением пары, нам будет ее сложно получить. Но если мы будем ее держать изначально, то наша рука будет менее эффективной. Давайте сравним два тэмпая из примеров выше. Вот этот тэмпай, который был в сушантене, в 4 тайла тэмпая. А вот этот тэмпай был получен с помощью увода руки в 5 шантен, в шантен. Вот здесь вот тэмпай получился за большее количество взятий. И здесь за меньшее количество взятий. Но вот этот тэмпай реально получить быстрее, чем вот этот. Потому что при всех тех взятиях, которые мы производим, не все будут эффективными. И в среднем вот такая вот рука будет складываться быстрее, чем вот такая. И все только за счет того, что в ранней стадии игры, первые два сброса, мы разрушили вот эту вот терминальную пару. А потом благополучно восстановили число шантен, когда прошла пара к троечке. Не бойтесь разрушать пары в начале игры, потому что аутов на восстановление там достаточно много. Существует как минимум 9 аутов у отдельных трехстоящих тайлов, то есть у 3 отдельно стоящих тайлов в получении пары. И более того, любой чи в нашей руке имеет сразу аут на то, чтобы улучшиться до пары Янмана. Если он улучшается до пары Янмана, это тоже пара Янмана, который может быть завершен в чи. Пусть и с немного меньшим количеством аутов. Это незначительное улучшение. То есть в этой руке, а это, кстати, сан шантен из вот этих 3 тайлов, существует целых 21 аут по получению пары. И несмотря на то, что здесь нету пары, вероятность ее прихода просто колоссальна. То есть фактически в ближайшие 1, 2, 3 взятия мы точно улучшимся до руки, в которой есть пара. По крайней мере, так будет происходить достаточно часто. Поэтому в этой ситуации волноваться об отсутствии пары не следует. Итак, рекомендации, которые можно вывести. Я называю ее рекомендацией для головы. Рекомендация очень общая. И звучит примерно так, что если мы хотим получить пару, то ее надо получить тогда, когда мы переходим из сан шантен в гранд шантен, при прочих хороших условиях. То есть, когда число тайлов до выигрыша меняется с 3 до 2, нам желательно, чтобы в этот момент образовалась пара в руке. И лучший способ сделать так, чтобы эта пара образовалась, это просто-напросто вытащить ее со стены. Что будет происходить, если мы ее не вытащим со стены? Мы будем продолжать играть точно так же, как играли. А что будет происходить, если мы вытащим тайл, который кажется нам эффективным, и завершает какую-то форму? Ну, вот эту ситуацию нужно рассматривать подробно, потому что в некоторых случаях имеет смысл принять решение ситуативное, а не какое-то универсальное. Итак, реально ожидания. Сейчас мы поговорим
про то, каким образом можно выстраивать ожидания в руке, и про то, каким образом приведем примеры к ситуациям выше. То есть, как принимать решения с теми или иными руками. Еще в правиле для головы, наверное, вы прочитали, было исключение, что если в руке присутствует пон, то пон мы можем сохранять до самого последнего момента, до выхода в тэмпай. И как только наша рука станет тэмпаем, мы разрушим пон для образования пары. То есть, если в нашей руке есть пон, мы не привязываемся к тому, чтобы получать пару в момент пидета с раншалтена. Фактически пон может здорово помочь нам собирать наши пинфу, если он нам зашел рано. Первое, о чем я как раз скажу, это жертва пона. В этой руке есть 3 девятки. Это пон, который стоит каких-то мини-поинтов, но он, к сожалению, не очень ценен для нас. Если мы не сможем с этим поном объявить кан, то эффективность нашей руки не станет особо высокой. Более того, в нашей руке не будет яку, она не будет ничего стоить. И все, с чем мы сможем выиграть, это с объявлением риичи. Также в этой руке есть 2 рянмана. Завершение любого из этих рянманов дает нам тэмпай. Но завершение рянмана дает нам тэмпай на танке. Потому что как только завершается этот рянман, мы должны будем сбросить один из 2 эффективных тайлов. Сбрасывать его невыгодно. Однако, если мы получим тайл в пару, то у нас образуется пара и пон. Ожидание останется эффективным, но яку все равно не образуется. Так вот, во всех этих ситуациях мы должны ждать. И как только нам придет тайл в рянман, например, 3 или 6, мы не сбросим эффективный тайл для того, чтобы ждать в танке, а мы сбросим тайл из пона для того, чтобы ждать в рянман с яку в руке. Если нам будут приходить парные тайлы, 4, например, или 5, мы просто будем ее скидывать и ждать дальше. Дело в том, что тайлов, которые могут прийти в пару, их меньше, чем тайлов, которые могут прийти в рянман. Поэтому по теории вероятности такое решение на дистанции будет выгодно, так как играть хорошо. Давайте сделаем небольшой перерыв. С приемом жертвы фона при выходе в тэмпай на пинфу понятно. Но это далеко не единственный случай, когда нужно играть достаточно осторожно и проявлять какую-то избирательность. Почему вообще я рассказал про эту жертву фона? Вроде бы это достаточно интуитивное решение, на первый взгляд. Но дело в том, что человеческий мозг, как выяснили психологи, устроен таким образом, что он может оперировать максимум с 5 различными объектами одновременно. Соответственно, если объектов становится больше 5, человеку становится некомфортно удерживать их в области своего внимания, в своей какой-то оперативной памяти. И он пытается сократить количество объектов до меньшего числа. Однако в руке у нас 12 тайлов. Поэтому для того, чтобы сократить количество объектов, с которыми мы оперируем, одиночных тайлов, он начинает складывать из этих тайлов какие-то формы и фиксировать их. Например, мы видим форму 1, 2, 3, и мы фиксируемся на форме 1, 2, 3. Мы видим тайлы 5, 6, 7, мы фиксируемся на тайлах 5, 6, 7. Соответственно, как только мы собрали сет пон или чи, очень часто мы про него забываем и не считаем его более за эффективный или за какие-то тайлы. Это просто связано с особенностью работы нашего мозга. Соответственно, маджонг достаточно развивающая игра в том плане, что нам приходится насильно перестраивать свое мышление и рассматривать все формы в браке не как законченные, а как какие-то промежуточные. И чем дольше мы оттягиваем решение о том, какая форма законченная, какая промежуточная, тем более эффективно мы играем. То есть, чем больше вариантов мы перебираем возможных, тем лучше результат. Вот посмотрите на эту руку. Она находится в шантане, так называется шантен. Она будет закончена за одно взятие до тэмпая, но она в ужасном состоянии. Здесь рянман, он, конечно, эффективный, но здесь мы имеем 5-7. Единственный способ получить пинфу — это вытащить еще одну 5 или еще одну 7. Сколько их всего осталось? 6. Итого мы имеем всего 6 аутов на то, чтобы получить пинфу. Однако у рянмана 8 аутов, как мы помним. Поэтому чаще мы будем оставаться здесь без пинфу, то есть без яку. Более того, если мы вытаскиваем тайл в рянман,
Единственный способ у нас получить пинфу – это просто-напросто сбросить этот ряд, то есть испортить нашу руку, увеличить число шантен и полностью ее перестроить. Каким образом вообще образовалась такая рука? Ситуация может быть только две. Либо очень плохой заход, либо где-то мы допустили ошибку. Почему я предполагаю здесь ошибку, а не очень плохой заход? Потому что выше я показал, что количество аутов на получение пары достаточно велико. Но, несмотря на то, что количество аутов на получение пары достаточно велико, в этой руке пары нет. То есть, естественно, логически можно предположить, что человек просто-напросто сбросил пару. И вопрос, почему он это сделал, почему он допустил эту ошибку, вот он остается открытым. Вот сейчас мы разберем эту ситуацию подробно. Что пошло не так в этой руке. Вот эта же рука, два хода назад. Рука была очень хорошая, с большим потенциалом на пинфу. Однако при приходе восьмерки в закрытое ожидание игрок предпочел сбросить единицу, не разрушая форму 3, 5, 7, которая могла улучшиться до чи и даже до трехстороннего ожидания, как какой четверки, шестерки, ближайшие два хода. Но так как он сбросил пару, он оказался в ситуации, когда приход Тала в этот ряд поставит его перед выбором. Что ему делать? И, собственно говоря, ситуация, что делать, была рассмотрена выше. Ситуация, чего делать не надо, рассматривается здесь. Нужно было сбрасывать эту единицу. Вопрос остается тогда такой. Как же сыграть? Вот, допустим, пришла нам вот эта восьмерка. Что из этой руки нужно выбросить для того, чтобы не потерять потенциал на пинфу и сохранить эффективность? Правильных вариантов существует два. Первый вариант, он не очень очевидный, это вариант разрушить форму 3, 5, 7. Разрушить его раньше, чем, возможно, нам хотелось бы того. Второй вариант, это разрушить рядом 2, 3. Почему я предлагаю его разрушить? Потому что форма 3, 5, 7 действительно улучшится до чи и даже до трехстороннего ожидания. А форма 2, 3 до ряда может улучшиться, может не улучшиться. Но улучшается она только с помощью единицы четверок, а 2 единицы у нас. Поэтому мы имеем меньшее количество аутов. Вот между ряндом с 6 аутами, и вот такой формой, кстати, эта форма называется рянкан. Вот между рянканом и ряндом с 2 аутами я не знаю, что выбрать. И я бы ориентировался по игровой ситуации по количеству вышедших таулов без каждых других игроков. Но в любом случае сбрасывать таул с пары в данном случае, в данной же руке было грубой ошибкой. Вот эта вот попытка зафиксировать чи 1, 2, 3, она привела к тому, что в руке просто-напросто не стало пары в какой-то момент, который наступил гораздо быстрее, чем казалось. Помните, я говорил, что пару нужно фиксировать при переходе из сан-шантен в рян-шантен? Вот здесь как раз этот переход и происходит. И в этом переходе, вместо того, чтобы зафиксировать пару, мы ее сбросили. Несмотря на то, что число шантен наше опять-таки изменилось, благодаря удачному заходу, изменилось в лучшую сторону, мы остались без пары. И в дальнейшем столкнулись с ситуацией, что для того, чтобы получить эту пару, нам нужно вернуться на шаг назад. Чтобы этого не происходило, просто не сбрасывайте в таких ситуациях пару. Секрет ряндома. Для получения ряндома следует в средней стадии игры фиксировать пару, но не фиксировать сеты до самого позднего момента. Это то, о чем я говорил в начале. Чем дольше мы оттягиваем момент фиксации сета как сета, и чем дольше мы рассматриваем его как отдельный тайл или как какие-то формы, тем более гибко мы играем, и тем больше у нас возможностей для того, чтобы собрать пинфу. Давайте теперь поговорим немного о стоимости пинфу. Дело в том, что про стоимость пинфу у новичков очень какие-то неправильные представления. Всем известно, что пинфу достаточно дешевая рука. Она дешевая в том плане, что стоит всего 1 хан. Еще она дешевая в том плане, что за сумму почему-то выплачивают нам меньше. Наверное, потому что у нас один мини-поинт в руке. Но на самом деле стоимость пинфу не так плоха, как кажется. Потому что есть 3 исключения по 2. Существует 3 исключения в риичи-маджонге, связанные с начислением мини-поинтов. Есть 2 мини-поинта за открытые пинфу. Понятие открытые пинфу используется редко, его придумали в Европе, а не в Японии.
И в чем оно состоит, я в двух словах сейчас объясню. Есть исключение про два мини-поинта за сумма. Это исключение как раз про пинфу. Это тот пятый пункт в самом начале презентации, когда я спросил, за что еще начисляют два мини-поинта. За сумма. Но при пинфу два мини-поинта не начисляют. Есть другое исключение про два мини-поинта за ром. И оно тоже относится к пинфу, про который мы сегодня говорим. Если мы выигрываем по ром с пинфу, то два мини-поинта дополнительно нам начисляют. То есть, если со всеми руками мы получаем два мини-поинта за сумму и не получаем за ром, с пинфу все наоборот. Давайте вернемся к открытому пинфу. Допустим, мы открыли всю свою руку и оставили прямо на ожидании пару в закрытой части. Эта рука стоит ровно 1 хан, потому что в ней есть яку. Это яку таньяо, все простые, то есть здесь нет терминала по достоинству. Соответственно, при выигрыше по рон в этой руке не будет мини-поинтов, потому что рон не добавляет мини-поинтов. Соответственно, так как мини-поинтов не будет, их количество должно быть равно 20. Но из-за исключения, из-за того, что за такого вида руки добавляют 2 мини-поинта, база за эту руку будет не 20 мини-поинтов, а 30. И стоить она будет 1000 очков. Открытый таньяо стоит всего 1000 очков. Наверное, вы об этом уже имели возможность узнать. На собственном опыте. Очков. Соответственно, мы можем видеть, что за пинфу на 20 мини-поинтов существуют выплаты по рон и под сумму. Так вот, в этой таблице допущена ошибка. Внимательные слушатели должны заметить, какая ошибка допущена, после того, как я рассказал про исключения, связанные с мини-поинтами. Ну, заметить это нелегко. Так как за рон с пинфу нам дочисляют дополнительные 2 мини-поинта, то из-за округления в большую сторону рука стоит не 20, а 30, потому что округление всегда до десятка, кроме случая с четверкой, то есть стоит фиксировано 25. И, соответственно, если мы выигрываем с пинфу по рон, то мы получаем не 1300 очков, ну, с пинфу я имею в виду по рон с чем-нибудь еще, с пинфу риичи, например, а получаем 2000. А если мы выигрываем с пинфу номер, то есть просто закрытой рукой без объявления риичи, то мы вместо ничего, которое изображено в этой клеточке, получаем 1000 очков. Однако, если мы выигрываем на сумму, ситуация коренным образом меняется. При выигрыше под сумму, очки, которые мы получим с игроков, они определяются вот по этой колонке, а не по этой. И здесь выплаты действительно меньше. Остается вопрос, для чего написаны вот эти вот цифры? 5200, 2600, 1300. Если таких выплат по рон за пинфу не бывает. Честно говоря, я не знаю, для чего они написаны. Скорее всего, они сохранены для каких-то более старых правил, когда такие выплаты еще существовали. В европейских таблицах вместо этих цифр пишут not available, not выплаты. Однако такая ситуация со стоимостью пинфу приводит к парадоксальному результату. Смотрите, если мы выигрываем под сумму, то есть пинфу и сумму выигрывают, у нас в руке 2 яку, каждый стоит по 1 хану. В любой другой ситуации мы бы получили 2000 очков. Но из-за того, что у нас пинфу, которая дешевле, мы получаем всего 1500. Но если мы выигрываем просто с пинфу не под сумму, а по рон, мы получаем 1000 очков. Разница составляет 500 очков. Вот эта вот разница в 500 очков, это на самом деле истинная стоимость пинфу. А 1000 очков в случае с пинфу и сумма, это очки, которые мы получаем за сумму. То есть, если раскидывать вот эти вот 1500 между 2 яку, то одно яку я оценю в 1000, другое в 500. И в 1000 я оценю сумму, потому что его сложнее вытащить. А пинфу собрать проще. То есть, просто пинфу действительно дешевая рука. И вот только про случай с суммой верно утверждение, что пинфу дешевая рука. Во всех остальных случаях это яку оценивается так же, как и все остальные яку. Потому что база за руку будет такая же, как и в обычной игре. Ну и резюме про 2 мини-поинта. При пинфу 2 начисляются за рон и не начисляются за сумму. Еще раз мы повторили все то же самое, что пинфу является исключением.
На этом моя лекция закончена про пинфу. Однако я буду отвечать на ваши вопросы, и наверняка какие-то моменты были не до конца поняты. Соответственно, остановимся подробнее на этих моментах. Вся эта лекция, вся эта презентация подготовлена московским риичи-маджонгу присутствием.